Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание слову «удачи». Поговорим о том, почему нельзя желать удачи и как именно это слово «удача» связано негативно со злом и что делать, как правильно найти альтернативу слова «удача». Давайте далее, друзья, все более подробно будем обсуждать в этом видео. Вы знаете, все слова, выражения, которые мы произносим, наделены определенной энергией и излучают, конечно же, свой особенный посыл. Важно, с какими эмоциями они произносятся. Если это положительные эмоции, то они приносят счастье, благополучие, хорошее настроение. А если они произносятся с негативными эмоциями, то могут наполнять жизнь грустью, разногласиями и проблемами. Поэтому, если вы произносите определенные слова, выражения, задумайтесь над тем, какой результат будет от этого, так как вы должны понимать, что все они будут воплощены в жизнь. А хотели бы вы, чтобы те или иные слова, выражения исполнялись. Когда кто-то из наших близких отправляется на решение каких-то сложных, тяжелых вопросов, мы стараемся пожелать ему удачи и говорим «ни пуха, ни пера» или «ни пуха, ни перышка». И тем самым мы желаем человеку удачи. Это знак вежливости, он как бы не несет в себе ничего негативного. Такое пожелание можно услышать чуть ли не на каждом шагу, в любой ситуации. Иногда, прощаясь, люди говорят друг другу «удачи». Но так ли безобидно это пожелание? Можно желать успеха, счастья, благополучия, но с пожеланием удачи нужно быть очень осторожными. Почему же нельзя желать удачи, расскажут нам далее народные приметы, потому что на этот счет существует несколько суждений. Если пожелать удачи, вслух произнести такое напутствие, то можно сглазить все, что задумалось, не сбудется, а выйдет совсем наоборот. Удача может и вовсе отвернуться от человека, если часто это слово произносить вслух. Человек лишится ее расположения. Темные злые силы, услышав пожелания, могут внести свою лепту в происходящее, помешав человеку успешно завершить начатое дело. Человек, получивший энергетический посыл в виде пожелания удачи, несколько расслабится, не все обдумает, не все просчитает и предпримет, возможно, не те действия для того, чтобы получить желаемый результат, понадеявшись на вмешательство судьбы. Выражение «ни пуха, ни пера» возникло в давние времена. Это как бы пожелание успеха в каком-то нелегком и рискованном деле. Впервые это выражение возникло среди охотников. Они были уверены в том, что таким пожеланием можно было не сглазить результат охоты. Если присмотреться к этому выражению повнимательнее, раздумывая, какой смысл это выражение имеет, то перо было связано с птицей, а пух со зверем. Другими словами, можно сказать, было ни птицы, ни зверя желали данному человеку, то есть чтобы он никого не убил, не поймал, не принес домой, а пришел с пустыми руками. В ответ же ему должны были сказать «пошел к черту». Делалось это для того, чтобы нейтрализовать негатив, который излучало данное пожелание, обманув и задобрив злых духов. Те, кто желал, и тот, кому желали, были уверены в том, что духи, которые при этом присутствовали, услышав негативное пожелание от человека человеку, будут удовлетворены, и охота в таком случае обязательно будет удачной. Вот такой вот скрытый смысл данного пожелания, о котором мало кто знает. Многие, не зная тайного смысла такого пожелания, продолжают его говорить и иногда даже обижаются, когда их посылают к черту. Есть и категория людей, которая предпочитает говорить с Богом. Возникло это выражение потому, что все те, кто верят в Бога, уверены в том, что все, что происходит вокруг нас, тесно связано с Богом, что Он помогает и направляет людей по истинному пути. Благодаря Ему каждый из нас имеет в жизни то, что имеет. За послушание Бог награждает, а за непонимание, за плохие поступки, наоборот, наказывает. Поэтому многие верят в то, что только на Бога нужно возлагать все надежды. Как Бог поступит, на что укажет, все так
так и будет. Люди обращаются к нему и в радости, и в горе, просят, чтобы он поддержал их в трудную минуту, указал истинный путь в жизни, наполнил ее смыслом, помог выйти из сложной жизненной ситуации, а также чтобы избежать проблем и достичь в жизни определенных высот, иметь правильное мышление. Всего, чего может достичь человек в жизни, верующий человек считает, что это происходит по воле Бога, но не как результат его опыта, знаний, ума или стечения обстоятельств. Такой человек никогда вам не скажет ни пуха, ни пера. Это выражение для него несет плохой посыл. Все его пожелания будут связаны с Богом. С Богом, помогай вам Бог, дай Бог вам счастья, Бог с вами и так далее. Ну а чтобы все просьбы, желания закончились благополучно и принесли успех и радость, верующие люди обращаются к Богу. В нашей жизни часто встречаются люди, которые излучают светлые энергии, возле которых приятно находиться рядом, так как их присутствие вдохновляет на совершение различного рода благоприятных и добрых дел. Из них получаются хорошие наставники, они способны помочь найти в жизни правильный путь. У них все получается с легкостью, за что только они не возьмутся. Но есть и другая категория людей, негатив от которых начинает ощущаться на расстоянии, а находиться рядом с ними не только тяжело, но и практически невозможно. От них хочется как можно быстрее отойти, ведь их присутствие угнетает. Рядом с ними все планы и задумки разваливаются, одолевают лень и апатия. Поэтому мы подсознательно стремимся находиться рядом с первыми и стараемся поменьше бывать в обществе других, тех, кого мы считаем и называем злыми людьми, неудачниками. Хотя, что-то за слово «удача», «неудачник». Ведь на самом деле мы не знаем их истинного смысла. Благоприятное стечение обстоятельств мы до сих пор понимаем как одно из проявлений удачи. Однако это слово происходит от глагола «дать» и подразумевает то, что дано, и выступает характеристикой человека. Удача – это то, что ему данный в данный момент, другими словами, это то, что дано Вселенной. Поэтому удача – это некая энергетическая сила, наделяющая человека, которая определяет его жизнь, его либо успешные, либо неуспешные дела, его счастье или несчастье. Удача может сказываться на человеке благоприятно или нет, то есть быть как положительной, так и отрицательной. И если первый вид удачи связан с благополучием, с успехом, то второй, наоборот, приносит непредвиденные ситуации, грусть. Человек с такой удачей невезучий во всем, чему не прикоснется. Удача может быть приобретена, потеряна или даже претерпеть изменения. Наши предки считали, например, что человек после того, как производил кражу, становился вором, а вор – это человек, который совершал негативные действия, притягивая к себе разрушительный негатив, в результате чего удача отворачивалась от него, так как не хотела ему сопутствовать. В те далекие времена считали, что если у человека отсутствовала удача, то с ним переставали общаться, он был обречен на одиночество. Даже в настоящее время мы стараемся избегать таких людей, чтобы как бы от них не подхватить болезнь под названием неудача. Дом человека, который излучает удачу, силу, уверенность, всегда полон гостей. К нему тянутся различные категории людей, с которыми он с легкостью находит общий язык и пытается поделиться своими знаниями и светлыми энергиями. Люди стараются побыть с ними рядом хотя бы некоторое время, чтобы подпитаться его сильной энергетикой, как бы перенять часть удачи, которую он способен подарить. Считается в таком случае, что сколько бы этот человек не делился бы своей удачей, она от него не убудет, а наоборот будет только приумножаться. Хорошо, когда руководитель крупного предприятия, организации обладает удачей, и она распространяется на людей, работающих с ним. С тех времен к нам дошли такие фразы, как «удача ходит за ним следом, поэтому ему всегда и во всем везет», или «он приобрел, потерял удачу в процессе чего-то», или «удача оставила его», или «удача не любит его» и другие. В настоящее время, желая человеку удачи, мы даже не можем себе представить, какое страшное проклятие посылаем ему, что таит в себе это пожелание. Возникновение слова «удача» своими корнями уходит в далекое прошлое. Откуда же оно пришло?
А знаете ли вы, кто был такой Удача? Знаете, это очень страшное зло, демон, которому поклонялись когда-то в давние времена, который сгубил множество невинных душ, и его имя Молох, что в переводе с древнего означает «удача». Его статую, отлитую обязательно из меди или серебра, так как это оказывало уважение к нему, возили за собой на тележке монахи. На спине у статуи была печь, в которую постоянно подкидывались дрова, не давая ей загаснуть, так как это был бы несчастливый знак, а спереди у нее была раскаленная до красна сковородка, где совершалось жертвоприношение. Какую же жертву принимал Молох? Вы знаете, страшно подумать и произнести вслух: грудных младенцев из рук матерей. Людей спрашивали, а кто хочет удачи, и те, кто хотел, отдавал своих детей, для того, чтобы была удача, а семья жила благополучно, а скот плодился. Люди в то время, поклоняясь Молоху, были уверены, что все это в их жизнь могло только прийти благодаря ему. Если быть кратким, то до прихода Иисуса Христа у людей было много демонов, идолов, их почитали как божество, ну, например, Марс, бога хаоса, а вот Молох – это божество, которому приносили жертвы таким вот страшным образом для получения удачи. Понятие удачи в древности означало отнюдь не везение, а характеризовало божество, связанное со злом. Удача в старые времена была главной ценностью, которой мог обладать человек. А все остальное, необходимое человеку на каком-то определенном этапе его жизни, и то, что казалось материального благополучия, уже просели у богов. Удача береглась и считалась бесценным даром. Мы разобрались с вами, откуда произошло это слово. А как же объяснить удачу с точки зрения современности? Во-первых, удача, другими словами, это лотерея, то есть получение определенных благ в кредит. Во-вторых, пожелав человеку удачу, вы на его энергетическом уровне заставляете взять этот кредит, не давая ему возможности отказаться от этого кредита, грубо вмешиваясь на энергетическом в его подсознание. Поэтому из всего вышесказанного можно сделать вывод, что удача связана с моральными и ментальными аспектами жизни человека. Это кредит ему дается по чьему-либо вмешательству в его жизнь и по желанию ему удачи. А когда такой кредит берется бесплатно, особенно ментальный, то как бы подписываешься под контрактом, который заключен с бесом. Если человеку направлено пожелание удачи, то на энергетическом уровне он не может отказаться от такого бесплатно навалившегося счастья, поэтому как бы под воздействием негативных, злых сил лишается права на свой личный выбор, становясь подчиненным чьему-то влиянию. Нельзя желать удачи врачу, хирургу перед операцией, так как они знают и уверены в том, что после таких слов любое врачебное вмешательство, связанное с телом человека или со здоровьем человека, будет иметь непредсказуемые последствия. Поднимая в небо самолет, летчики тоже стараются избегать этого слова, боятся, что может в полете возникнуть какая-то непредвиденная ситуация, которая может плохо закончиться. Но совершив полет, посадив самолет, с удовольствием слушают самые лучшие пожелания в свой адрес и только хлопают им люди за благополучный рейс. Пожелайте удачи спортсмену, и он с испорченным настроением будет принимать участие в соревнованиях, так как будет уверен в том, что успех покинет его, а значит, хороших результатов ему не видать. Студент, отправляясь на экзамен, на пожелание удачи ответит вам к черту, чтобы не спугнуть так званую удачу. Примеров можно привести много. Кто-то из вас скажет, что это все суеверие. А если, положа руку на сердце, вспомнить, если у вас бы получалось после чего-то пожелание удачи. Ко всем, что происходит в нашей жизни, нужно относиться серьезно, быть начеку, обдумывать все поступки, слова, фразы, предложения. Пожалуй, желать удачи – это несколько опрометчиво и слишком самонадеянно. Поставить происходящее в жизни человека в зависимость от каких-то случайностей – это значит подвергнуть его, а значит и себя, дальнейшему разочарованию.
Мои знакомые никогда не рассказывают о своих планах и о том, что задумали, боясь, что кто-то может пожелать им удачи, и то, что было задумано, не исполнится, несет неприятные коррективы в их жизнь. Делятся ними уже после того, как они успешно завершились, принесли положительные эмоции. А вот интересно, как вы относитесь к этому слову? Не замечали ли вы чего такого, чтобы происходило с вами после пожелания удачи? Присмотритесь повнимательнее и задумайтесь. Помните, мысли материальны, поэтому перед тем, как что-то произносить вслух, взвешивайте все последствия. А прямо, друзья, сейчас в комментариях напишите слово «роскошь», и пусть Вселенная приумножит мыслимые и немыслимые блага в вашей жизни. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.